Она стояла, освещенная прожекторами. Она была счастлива. Счастлива, как никогда прежде. Никогда прежде она не пела так, как сегодня. И хотя занавес уже опустили, толпа продолжала аплодировать и кричала «Браво! Браво!». Да, это был совершенно фантастический вечер. Вдруг ей показалось, что она слышит смех оттуда, из темного моря публики, и не могла понять, откуда он доносится. Но вскоре она перестала об этом думать и снова услышала аплодисменты и овации. Ей казалось, что аудитория просто не может остановиться. И тогда она вспомнила о своем младшем братишке, которого она всегда называла болваном. Она даже не знала, почему она подумала о нем, потому что она не хотела думать о нем сейчас и была уверена, что он мертв. Да, она вроде бы что-то слышала о нем. «Разве он не утонул, этот выродок?» — спрашивала она себя. И широко улыбалась публике, освещенной прожекторами. Когда она уже уходила со сцены, кто-то подбросил огромный букет к ее ногам. Она взглянула и увидела, что букет состоит только из черных роз. И вдруг она вспомнила про болвана, которого она в детстве толкнула и швырнула в розовый куст. В это мгновение аплодисменты прекратились, и в огромном зале наступила полная тишина. Тогда погасли все огни, кроме одного. Прожектор по-прежнему освещал ее, но вскоре луч медленно скользнул по партеру и остановился на кресле. В нем сидел человек с непомерно огромной головой. Он встал и начал не спеша пододвигаться к сцене, а луч прожектора выхватывал каждый его шаг. Она посмотрела на него, как на привидение, но вскоре поняла, что это был никто иной, как ее брат по кличке Болван. И она начала смеяться. Он на секунду запнулся и взглянул на нее, но она продолжала смеяться. Теперь ее брат стоял рядом с ней. Она поняла, что он хочет что-то сказать, и замолчала, потому что ей стало любопытно, что он хочет. И он открыл рот. Теперь он скажет все, что он всегда хотел ей сказать. Но он не успел сказать даже несколько слов. Он начал заикаться, как всегда. А сестра, которая смотрела на него презрительно, начала смеяться. Она гримасничала и довольно вульгарными жестами показывала, до чего же у него непропорционально большая голова. Сам он смотрел на нее, не говоря ни слова, а затем отвел глаза, развернулся и пошел прочь. Он вышел на улицу. Уже стемнело, и он начал плакать. Но он плакал не потому, что его старшая сестра смеялась над ним. Он плакал потому, что ангел с черными зубами оказался прав. Он сказал ему: «Тебе придется смириться со всеми страданиями, которые ты носишь в себе до конца жизни». Он слушал ангела и поначалу не поверил ему. Но ангел оказался прав. А теперь, когда он вспоминал о том, что он ему сказал, ему хотелось просто умереть. Тогда ангел подкрался к нему сзади. Они посмотрели друг другу в глаза, и ему показалось, что ангел улыбнулся. И тогда ангел сказал: «Послушай меня, болван. В этом мире нет ничего, что может перевесить все страдания, которые ты носишь внутри себя». Он грустно спросил ангела: «Ничего?» «Нет, ничего», — ответил ангел, обнажая зубы и гримасничая. А потом он
наклонился и прошептал ему на ухо: «Но не отчаивайся». Заикаясь, болван спросил: «А что ты имеешь в виду?» Ангел ничего не ответил, просто развернул свои грязные крылья, а потом сказал с пафосом: «Я скажу тебе только после того, как ты лишишь себя жизни». Затем ангел взлетел и крикнул в темноту: «Я буду ждать тебя, болван!» И ангел улетел. Но улетел недалеко, потому что вскоре он смог увидеть ангела и сестру, стоящую на освещенной сцене. Она смеялась над болваном, который стоял один на улице, а публика все аплодировала и аплодировала. Сегодня был действительно фантастический вечер.